Хотите получить халяву на сайте MyCSGO? При пополнении в поле промокод вводите STR777 и получайте халяву в виде 35% пополнения своего баланса. То есть, захотели пополнить на 1000 рублей, вводите вот этот промокод STR777, который в описании под этим видео, получаете 1350. Если ничего не вводите, получаете свой косарик, который хотели. Поэтому обязательно вводите этот промокод и получайте халяву. Здорово, бродяги, здорово, братушата, всем доброго времени суток, на связи Стребер. Как говорится, всегда здорово, бродяги, Стребер на связи. Тема сегодняшнего ролика достаточно такая интересная. Я решил закинуть неплохой такой баланс, ну как сказать, между что-то лоу и чуть-чуть средний баланс на два сайта. На сайт MyCSGO и на сайт Case Battle. Баланс будет 2000 рублей, 200 рублей. 2000 рублей, 200 рублей. 2200 рублей, короче, вы поняли. И тема сегодняшнего ролика: на обоих сайтах я хочу пооткрывать кейсы и пушки, которые я буду убивать, закидывать на 5%. И хочу посмотреть, сколько по итогу у меня будет денег. И на каком сайте лучше всего депать, чтобы залетать в апгрейды на лоу апгрейды. Вам пожелаю приятного просмотра, подписаться на канал попрошу, прожать лайкосик, комментосик, подписотикс, и в целом, я думаю, можно начинать. Поехали. 2200 рублей на сайте у меня Case Battle имеется. В принципе, нам для 5% апгрейдов достаточно, я думаю, вообще в целом открывать дешевые кейсы. Поэтому я предлагаю 10 раз открыть кейс GTA Vice City, посмотреть, что отсюда выпадет. Потом пойдем на кейсики чуть-чуть подороже, чтобы у нас были немножко интересные скины на 5%, на 588 на секундочку насыпал. 1700 на балансе. Я предлагаю 10 раз вот такой жесткий кейс на 990 рублей открыть, чтобы 700 рублей оставалось на балансе. И найдем сейчас какой-нибудь кейсик. Так, нам залетает, по-моему, ничего такого окупного. Сколько окупных? Раз, два, три. 3 окупные пушки всего залетели, и окупили они на 30, на 16 и на 5 рублей. Заебись, косарь потратили, 635 получили. 727 рублей у меня лежит на балансе. Эх, вот этот бэкейсик открыл 10 раз, но, к сожалению, не хватает. Давай его откроем, ладно, 9 раз. Есть вероятность, что сейчас будет здесь хорошенький такой прям сладенький окуп. Почему такая есть вероятность? Потому что в предыдущем кейсе нас слили. 938, в принципе, все то, что я и говорил. Открыли мы на 600, получили 952 рубля. Фастом открытие вот это, переходим в контракт. Был 2200, стал 2180. В принципе, держит в нуле. Я предлагаю, что прямо сейчас не томить и закидывать вот эти все штучки, все пушечки на 5% апгрейд. Посмотрим, сколько у нас в целом зайдет вообще. Зайдет ли что-нибудь у нас сегодня. Потому что, зная Case Battle, он любитель... О, вот это зашел, да? Нет, не зашел. Он любитель поскамить. Причем так неплохо. Хотя он может в один день тебе выдавать. О, вот этот зашел, это точно прям. Да? Да, это зашел. Давай сходу следующий, другой закидываем на 5%. Тоже пошел. Давай линейку. Как будто бы тоже. Нет, не зашел. Вот это не зашел. Первый 5% апгрейд у нас есть на 500 рублей. Это очень хорошо. Это очень радует. Поэтому мы идем дальше. Закидываем третий апгрейд, даже четвертый апгрейд на 5%. На пушечку Железная Роза стоимостью 500 рублей. К сожалению, не докатывается. К большущему сожалению. Ну ничего страшного, мы идем дальше. Зная Case Battle, он умеет скамить. Он может сегодня вам выдавать хорошие апгрейды, а в другие дни может не дать абсолютно ничего. Поэтому мы ни в коем случае не расстраиваемся и просто выбираем следующую пушечку и идем дальше ставить апгрейд на 5%. Вот этот начал лететь хорошо, но остановится где-то примерно вот здесь вот, даже возможно вот здесь вот остановится. И прям четенько остановился там, где я поставил мышку. 30 рублей мы с вами заряжаем на 600 рублей. Здесь сейчас мы попробуем добавить факт, чуть-чуть добавления баланса. Нет, к сожалению, это не получится у нас сделать. Ну ладно, ничего страшного, мы так закинем. 600 рублей полетело. Блин, вот он хочет дать, но почему-то не может. 5.58 следующий сразу же у нас отправляется в топку и, к сожалению, не залетает. Этот уже нужно закидывать на 700 рублей. В принципе, 2200 рублей у нас было, помним, да? Соответственно, нам нужно получить баланс немножечко побольше, чем вот этот прям начинал лететь хорошо, но, к сожалению, не долетает. Это нам нужно получить 3 пушечки. В принципе, у нас достаточно много скинов. Здесь сколько у нас? 5, 10, 20 скинов на то, чтобы получить апгрейд. И как раз плюс-минус поймем, сколько апгрейдов нужно сделать, чтобы он зашел. Отправляем сразу же следующий, не будем томить. Этот не заход, отправляем следующий. Этот нет, тоже не заход, отправляем следующий. Этот заход. Давай, пожалуйста, мне линеечку прям подряд. По-братски. Вот это быстренько на 900 мы сейчас оформляем. 45 отправляем на 900. Опа! К большущему сожалению нет. Дальше тут у нас скины уже по 61 рублю. Это, соответственно, 1200 рублей идет апгрейд. Если у нас сейчас один хотя бы заходит, мы уходим в окуп 200 рублей. Если у нас один зайдет из этого всего, мы уйдем в большой окуп. Ну, точнее, не в большой, а в 200 рублей. Вот этот начинал лететь хорошо, но, к сожалению, не долетается. Выбираем код красный, запускаем его сюда же. Он тоже, к сожалению, не долетает. Следующие апгрейды уже будем заряжать на 2000
2000 рублей. Поток информации. Если хотя бы один зайдет, это будет прям, ну, мега-мега хорошо. Что можно тут? Ну, давай поток информации также будем апгрейдить. Почти летел, почти. 113 рублей отправляем мы также в 2000 рублей. Окей, но мы можем отправить в 2200 даже, спокойненько, прям смело на самом деле. Вот так, чпоньк. Здесь можем выбрать какую-нибудь сувенирку, потому что на сувенирки чаще всего на самом деле заходят. Но этот, к сожалению, мимо. Этот отправляем также на 2200 рублей, тоже, к сожалению, не заходит. А вот эти уже скины можно поставить на 2400 плюс и выбрать какой-нибудь интересный скинец. Например, дикое пламя, красная линия, электрический улей. Вполне... Подожди, не хватает. Подожди-ка. 501. Окей, давай попробуем 2300. 2300 у нас, ну, в принципе, что, Ягуар 505. Добавим немножечко баланса, может быть. Нет, к сожалению, баланс не... Ладно, отправляем на сувенирные скины. Это что у нас, дробашек? Блин, по-братски. Осталось очень мало скинов, и я очень надеюсь, что ты зайдешь. Вот это можно на 2500 сразу спокойненько заряжать, потому что хороший будет процент. 5,3. 5,3, верю. Хороший процент 5,3, но, к сожалению, не хочет он заходить. К большущему сожалению. Электрический улей выбираем, заряжаем сюда ТЭП топливный инжектор, стоимость 135 рублей. Электрический улей даст он нам или не даст? К сожалению, не даст. Суммарно, можно сказать, с 30 скинов у нас зашло... С 30 скинов практически зашло только 2 апгрейда на 5%. Сейчас мы как раз посчитаем стоимость, сколько у нас получилось сделать. 151 рубль, это смело можем отправлять на 2900. 2900, вот хороший, подтвержденное убийство, чик, отправляем сюда. Вот летит хорошо. Притормози, братишка, притормози, собачка ты маленькая. Ну и что, перезагружаем страничку. Сейчас выбираем здесь скинет стоимостью 500 рублей. Ставим вот так и добавляем весь баланс 40 рублей, который у нас на сегодняшний день есть на сайте Case Battle. 40 рублей, 300, это получается нам 5500 смело можно заряжать. Прикинь, мана копилась, сейчас просто нам навалят здесь какие-нибудь перчаточки вот такие хорошенькие. 3, 2, 1, ластовый апгрейд пошел. Если сейчас он зайдет, он все зарешает, но он, к сожалению, прокатывается мимо. Итого, ребятки, с 2200 рублей мы с вами залутали 1300. К сожалению, не плюсом, а просто 1300. Этот баланс у нас остается, мы переходим дальше на сайт Case Battle, точнее MyCSGO, посмотрим, сколько там получится у нас сделать. Я на сайте MyCSGO на моем балансе 2462 рубля, плюс-минус такой же баланс, как на сайте Case Battle. Сейчас мы будем также открывать скины и закидывать их на 5% в апгрейд. Прежде чем я начну, ребята, вам напомню и расскажу про промокод, про индивидуальный такой промокод, который вы не найдете нигде. Называется он STR777, который дает халяву в виде 35% к пополнению вашего баланса на сайте MyCSGO. Залетаете на сайт, вводите промокод, халяву лутаете в виде 35%. Для вас я его оставлю над своей головой и в описании под этим видео. И, кстати, ссылку на MyCSGO тоже оставлю в описании. 2400 рублей. О, GTA 6. Сходу прям, нет, немножечко отхожу, поэтому давайте, знаете, что будем выбирать кейсы какие-нибудь вот по 70 рублей, по 80 рублей, 10 раз его смело открываем. 79 рублей мы сейчас с вами тратим, точнее 790 рублей с вами тратим на открытие 10 кейсов стоимостью по 79 рублей. Нам нужны, в принципе, скины разного формата, как и дешевые, так и дорогие, даже и самые дорогие будем ставить. 696 рублей у нас залетает, в принципе, самая дешевая пушка 16 рублей, ничего страшного, нас это устраивает. 1600 рублей остается на балансе. Что мы с ними будем делать? В принципе, для чисто профилактики вот такую вот манипуляцию я проведу один разочек, даже, наверное, давайте 2 разка, 3 даже, давай вот этот, и еще разок мы проведем такую манипуляцию, вдруг что-то отсюда залетит, будет хорошо, но, к сожалению, не залетело. Ладно, минус 3 соточки, но ничего страшного, не расстраиваемся, 1300 есть на балансе, я предлагаю пооткрывать кейсы по 50 рублей, кейс спрайт 10 штук, фастом 10 раз открываем на 470 рублей, дух воды, это хорошо, 330 рублей, и давай его еще раз откроем, 394 рубля остается на балансе, а здесь, к сожалению, ничего интересного. 394 рубля. Что мы можем открыть? Пожалуйста, 10 раз. Bubblegum. Bubblegum, навали что-нибудь за 1000 плюс, чтобы мы его поставили на 5%, и он у нас залетел. 1000 плюс, это сколько у нас получается будет 5%? 10% это 10 тысяч, 5% это 5000. Ну, я думаю, было бы прям хорошо. Нет, подожди, это 50 тысяч 5%. Правильно я говорю? Нет же, подожди, что за фигня? Если мы ставим пушку за 1000 рублей, на 5%, это, на 10% это сколько? Это 10 тысяч, на 5% это 5000. Правильно я говорю или нет? Подожди, хочу разобраться. Ну-ка. Если мы ставим пушку за 1000 рублей, 800, это 16 тысяч рублей получается. А, 20 тысяч это будет 5%. Окей, я понял. Все, извиняюсь. Так, переходим сюда. Блин, к большущему сожалению, у меня здесь есть
пушки, точнее 2 ножа. Нож бабочка Северный лес и штык-нож волны. Блять, вот я не хотел его палить, это из одного ролика, ну ладно, хрен с ним, спалил. 108 и 50, 158 тысяч. Продать все, минус 158 тысяч, у нас выпало, получается, 2 на 3 тысячи рублей. Окей, ушли в плюс, это очень хорошо, это всегда приветствуется. Соответственно, мы здесь начинаем делать что? Я предлагаю в контракт закинуть дешевые пушки стоимостью 5 рублей, потому что их ставить на 5% смысла нету. Вот эти вот 3 всякие там, все, что стоит очень дешево. Даже давай по 16, по 17 рублей будем еще тоже закидывать в контракт. 95 рублей в контракт дает нам 82, тоже приветствуется. Давай 12, 17, 13, 15. То еще давай 25, наверное, 16, 17. Ну-ка, давай-ка закинем в контракт 92 рубля. Дает он нам 61 рубль. И в принципе-то все, что я предлагаю начать. Почему бы и да. Наверное, будем идти по нарастающей. Поэтому мы сейчас делаем что? Выбираем пушку за 25 рублей, ставим его на x5. Это у нас... Нет, на x10. Вот, x10 мы ставим. Это у нас 6,97. Ничего страшного, если процент будет чуть-чуть побольше, потому что 5% это нужно... Спасибо, блять. Если бы я знал, что первый апгрейд зайдет, я бы поставил дорогую пушку бы в эту очередь. В первую очередь, наверное бы, блин. Ну ладно, 25 на 10%. Давай тоже, наверное, фастом будем ставить, чтобы не тянуть резину, так сказать, и не тянуть кота за яйца, и не ждать, зайдет или не зайдет. Этот, к сожалению, мимо. Мы не расстраиваемся, выбираем 25, ставим фаст, не заход. Блин, вот если бы дорогой зашел бы, было бы прям очень хорошо. 30 рублей на 302 рубля отправляется, к сожалению, тоже не заходит. 24 рубля отправляется в 5%, 6 точнее процентов, тоже мимо. 34 рубля тоже мимо, окей, ничего страшного. Не расстраиваемся, ни в коем случае главное не расстраиваться. 26 рублей, что-то да в любом случае сейчас стрельнет, однозначно, что-то да стрельнет, это точно. Тоже, к сожалению, мимо, 82 нет, 82 мы пока оставляем. Мы идем по нарастающей, все дороже, давай 50 рублей. Уже здесь мы идем на 500 рублей. Подожди, а если я выберу пушечку за 1000 рублей, это сколько будет процентов? Вот это мы уберем. Он не дает выбрать пушку за 1000, да, я как понимаю, 10. Ну окей, идем дальше. 500 рублей не заходит. Следующую пушку на 47 рублей ставим на 10, на 7% уже. 451 тоже, к сожалению, не заходит. 50 рублей на 531 тоже, к сожалению, большому не заходит. 24 рубля здесь где-то потерялся, блин. Я бы не удивился сейчас, если на самом деле он бы зашел. Опять 24 рубля. И он зашел. Ну, я не удивлен. Я не удивлен, что на лоу апгрейдах он заходит. Все то же самое, как на кейс-батле. На лоу апгрейдах заходит, на больших апгрейдах не заходит. Один апгрейд бы дорогой дал бы, был бы, не знаю, был бы великолепный, я бы сказал бы, капец какой-то крутой сайт. Ну, хотя я так знаю, что MyCSGO один из самых крутых, даже если не самый крутой. Так, у нас, в принципе, уже, как бы на секундочку, ставки повышаются. Мы уже 98 рублей закидываем в апгрейд. Синий ламинат, пожалуйста, остановись. Но, к сожалению, не хочет останавливаться. Нажимаем кнопочку повторить и предлагаю идти дальше. Метеорит Дигл на 10%, на 700 рублей закидываем. Хотя можно было бы поставить фастиком, потому что, как бы, не такое все дорогое. И он, к сожалению, тоже не прокатывается, останавливается где-то на 45%. И это может расстраивать, но не расстраивает. Также фастиком идем дальше. Скины у нас уже идут, да, это тоже можно ставить за 800 рублей. Зашло у нас пока очень мало, на 500. 101 рубль, поехали. Обычным способом выбираем какую-нибудь интересную пушечку, к примеру, антиквариат. Ламинат. Поняли, да, к чему отсылочка? Антиквариат зайдешь? К сожалению, не хочет заходить. Еще улетел больше 75%. И это печально. Это на самом деле очень-очень печально. Но Юмп, Дикое Пламя на 1500. На 1500, 6,93 по-братски. Сейчас ты можешь зайти. Я верю в то, что ты сейчас можешь зайти. Нам главное... Я тебя услышал, принял, понял, обработал. Нам главное, хотел сказать, уйти в плюсик. И тогда было бы хорошо. Глок мода. 2000 рублей. Уже идем на ставочки повыше. Азимов, почему бы и да. 2200 сейчас дает, мы просто окупаем наши. Сюда. Мы окупаем с вами наш сегодняшний депозит. Хотя я депал сюда с промиком на 40%. На MyCSGO, на Case Battle задепал с промиком 15%. Не расстраиваемся. Хотя что расстраиваться, у нас здесь прилетел окуп, и надо только радоваться. Есть вероятность, что сейчас зайдет тоже. В принципе, сказку я бы тоже забрал бы, и он, к сожалению, не заходит. Но мы идем до талого и ставим все скины, которые у нас сегодня выпали, ставим их в апгрейд. Сейчас с вами подведем итоги, на каком сайте, сколько где упало. Ну, уже видно, что MyCSGO просто тряхнул
тряхнул кейс батл. М4А4 король, крайний апгрейд, ребята, на 6,72%. К сожалению, он у нас прокатывается мимо. Скины у нас заканчиваются. Да, у нас закончились скины. Сейчас подведем итоги, сколько здесь получилось у нас выбить. 2200 плюс 200 плюс 200 это 400, 500, 600, 700. 2700 рублей. Ушли в плюс 500 рублей. Но, как ни крути, плюс есть плюс. Это не минус, это самое главное. Это очень хорошо. Спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца. Перед тем, как я закончу, ребята, промокод STR777 не забываем. Он дает вам бонус в виде 35% к пополнению вашего баланса на сайте MyCSGO. Он был над моей головой в описании под этим видео вместе с ссылкой на сайт MyCSGO. Все, думаю, понятно и просто. Сейчас не переключайтесь, а тыкайте на один из моих видосов, который я прикрепил у вас на экране, и продолжайте просмотр моего контента. Всем пока.